Меня зовут Кристиан, я из Колумбии. Я в России уже 7 лет. Welcome to our interview. Меня зовут Кейла, я из Эквадора. Мне 20 лет, и я здесь уже 2 года, думаю. Я тоже. Меня зовут Керли, я из Эквадора. 21 лет. Диана у нас наполовину сирийка, наполовину русская. Сколько ты лет уже в России? Да, всем привет. Очень много лет. В счете где-то 7 лет. Сколько тебе было лет, когда ты первый раз приехала? Я приезжала в гости, но мне было 6 лет. А приехала я сюда и уже обосновалась, мне было уже 12. Ты, когда приехала в Россию, ты уже говорила по-русски? Нет. Я знала бытовой язык. Мама разговаривала со мной дома, но это реально был бытовой язык. Но я знаю, что такое вода, голова болит. Мы не могли общаться прям так близко с мамой. Ты приехала в Россию в 12 лет, пошла в русскую школу и училась на русском. Да. Приветики, как вы? 안녕, 잘 지냈어? 밥은 먹었어? Салют, да. Hola, chicos. А как общаться с иностранцами? Hello World! С вами Лена, практик, Мане, теоретик. Это долгожданный выпуск подкаста Go Global Talk про адаптацию. Приезжая в другую страну, каждый человек адаптируется, привыкает к новой среде и к новой культуре. Но каждый человек проходит этот процесс по-своему. Мы расскажем вам, какие бывают типы адаптации, и специально для вас мы разработали уникальную систему вопросов, которая поможет вам определить ваш тип адаптации. А также мы нашли в нашем окружении представителей всех типов адаптации и взяли у них интервью, чтобы вы на реальном примере могли понять, как эти люди себя чувствуют в другой стране, не там, где они родились. Начнем мы с небольшой теории и анализа наших гостей. Эту теорию стадии аккультурации разработал канадский психолог, исследователь кросс-культурный Джон Берри. И описал он ее на примере гипотетической итальянской семьи, которая переехала в Канаду. Итак, отец этой семьи приехал в новую страну, в новую культуру, сразу начал учить английский язык, завел канадских друзей, знакомых. Можно сказать, что он живет по-канадски, хотя у него дома маленькая Италия. Мы можем сказать, что этот тип самый сбалансированный, потому что есть два уклада жизни. Отец семьи, он идентифицирует себя как с новой культурой, да, канадской, так и со старой, родной итальянской культурой. Такой тип называется интеграция. И примером интеграции из наших гостей является Мика. Она обрусевшая латина. Она очень хорошо говорит по-русски, она очень хорошо уже знает нашу культуру, но она все еще латина и всегда ей будет. Следующий тип аккультурации называется сепарация. Мы вернемся к гипотетической итальянской семье. Это жена итальянца. Жена отрицает канадскую культуру, то есть новую культуру, и остается приверженцем только своей родной культуры. Говорит по-итальянски, готовит только итальянскую кухню, общается только со своими родственниками, друзьями, итальянцами. Не может принять новую культуру, поэтому представитель такого типа сепарируется от новой культуры и остается близок и привержен только к своей культуре. Примером сепарации из наших гостей частично является Керли. Керли каждый день очень сильно ностальгирует и скучает по своей родине. То есть у нее есть на это свои причины. Есть кто-то, кто ее там держит эмоционально. Поэтому ей очень сложно погрузиться в русскую культуру с головой. Она не очень хорошо говорит по-русски. У нее немного русских друзей. И каждый день она живет, испытывая жуткую ностальгию по дому. Следующий тип называется ассимиляция. Это дочь итальянца. Дочь идентифицирует себя только с канадской культурой и говорит только на английском языке. У нее только канадские друзья. Она даже, можно сказать, отрицает свои итальянские корни, чувствует себя некомфортно, когда кто-то пытается сказать ей, что она какая-то не своя. Частично примером ассимиляции является Кристиан из наших гостей. Для нас, на самом деле, многие его ответы были немножко шокирующими. Да, такие люди тоже есть, хотя это очень непопулярный пример адаптации. Кристиан практически не скучает по родине своей. Он вообще очень мало знает про нынешнее состояние своей страны. При этом он очень любит Россию, он очень хорошо говорит по-русски, буквально как носитель. Он собирается оставаться в России. Вообще уже не чувствуется, как будто бы он латинос. Человек полностью обрусевший. Последний тип аккультурации – это маргинализация. Это когда ты не идентифицируешь себя ни с новой, ни с родной культурой. Здесь в итальянской семье примером является сын. Он не понимает, кто он на самом деле. То ли он итальянец, то ли он канадец. Он не может себя идентифицировать ни с кем. Он, как говорится, вот знаменитое выражение, да, везде вроде бы свой, но и чужой. Такой опыт был из наших гостей у Дианы. У Дианы вообще удивительная история. Диана наполовину русская, наполовину арабка.
Она родилась в Сирии, но в 11 лет переехала в Россию и пошла в русскую школу, не зная язык. Вернувшись в Сирию уже в 16 лет примерно, она чувствовала себя маргиналом, то есть она как бы вроде бы сирийка, она вроде бы приехала в страну, где она родилась, но уже как бы уже она русская, то есть она не понимала, кто она. И как бы сейчас в целом эти две культуры абсолютно гармонично существуют в ней, но иногда даже я от нее слышала, что эти культуры просто во мне пытаются друг друга убить. Но она точно знает, что такое быть маргиналом, не чувствуя себя ни русской, ни арабкой. Ну а теперь время познакомить вас с нашими гостями. Пишите в комментариях, как из ответов наших гостей можно понять их тип оккультурации и правильно ли мы его определили. Всем приятного просмотра! Оцените свою адаптацию от 1 до 10. 8, потому что я думаю, что я чувствую здесь очень хорошо, но я думаю, что еще есть много вещей, которые я как нет, еще нет. Но, конечно, я живу очень-очень хорошо здесь, я чувствую, как это уже мой дом, это уже мое место, поэтому я думаю, что как очень-очень хорошо, но, конечно, осталось чуть-чуть, чтобы будет 10. Но я думаю, никогда будет 10, но... Я думаю, 6. Ну, я исключаю мою семью, мой мальчик. Наверное, 8, потому что, мне нравится Россия, я понимаю вашу культуру. Все-таки мне не хватает много чего. Я оспорю. Мне кажется, Кристи, 9.5 в моем опыте из всех людей, которых я знаю, один из самых адаптированных иностранцев здесь. Я бы сказала 10. Ну, конечно, мне боится. 100%. Потому что я русская, и я чувствую себя, да. Я так хотела давно рассказать эту историю. Стою, я разговариваю с девочкой из Сирии. Проходит Аюб. Аюб — это парень Дианы. Я с ним здороваюсь, и она меня спрашивает: откуда ты его знаешь? Я говорю: он парень моей подруги. Она такая: Диана! Да, я ее знаю, она из моей страны. И я такая: нет, Диана из моей страны. Вы испытывали культурный шок? Сейчас у меня есть иногда, но это очень-очень редко. Очень редко. Раньше были как каждый день, каждую секунду. Я просто думаю и вспомню. Я вспомню, что я сделала вот так уж. В уроке, и моя преподавательница мне сказала: нет, деньги летают. И я как: что? До первого раз это очень... А сейчас уже тапки. Давай тапочки. Это Россия. Скорее всего, только испытывал первый фаз, а медовый месяц. Я и до сих пор не такое чувство, что как-то мне не нравится быть тут. Мне очень нравится с самого начала до конца. Я даже очень редко, даже почти не скучаю по домам. Поэтому почти культурного шока не было. И он было настолько давно, что он уже не помнит. Например, ты дома снимаешь обувь в Колумбии? Снимал, когда был раньше? Нет, не снимал никогда. Вот, значит, для тебя был культурный шок? Надевать тапки? У нас не была такая привычка снимать, отделить уличную обувь и, тапки. То есть мы ходили по любым, даже мы могли на тапки выйти на улицу и ходить по улице. Допустим, да, наверное, какие-то черты поведения с временем я научился. Но это не был прям культурный шок, потому что я очень быстро адаптировался, я считал, что это полезно, и принял в свою жизнь. Сейчас я живу с китайцами, и я им скажу: давайте снимем обувь при входе. Когда я только сюда приехала, мне было очень сложно. Я не понимала этих людей, как они живут. Этих да. Твоих? Нет, они мои. А сейчас они твои? Ну да. Реально. Я приехала в сельскую местность. Наши сельские местности хутора обладают особенным русским шармом. Как часто вы проводите время с местными? Каждую секунду. Именно я каждый день, потому что у меня самые хорошие, лучшие соседки. Или тоже в университете, почти каждый день. Помню, что когда я только что приехала, я проводила много времени с иностранцами. Именно с эквадорским. Не очень. Только ты. Да. А мы видимся раз в месяц. Большинство моих окружающих говорят либо на английском, либо на русском. Русских я встречаю в универе. Я говорю им: если бы не вы,
Я не разговариваю на русском. Мое общение как бы с югом, постоянно каждый день взаимодействуем, поэтому это арабский. Еще работаю с арабскими студентами. 12 лет до поступления в универ, когда ты начала работать с арабами, то когда начала встречаться с Испании. Здесь поступила в университет, начала работать с арабскими студентами, научилась в русской школе. Какое соотношение было тогда использования русского-арабский? Хороший вопрос. Я же сказала, что забыла арабский, потому что я с арабами не общалась. Даже такой языковой барьер появился, и мне даже было сложно с папой разговаривать. И вообще со всеми родственниками. Когда они мне писали с поздравлениями, я помню это чувство, когда они мне пишут, а я могу ответить там «Шукран», «Овенда», «Клаун», «Телхэр», и все. То есть самые основные фразы. И я такая думаю, какой кошмар. А когда я приехала в Сирию, я говорила не на ломаном арабском, я говорила на английском. Я не могла говорить на арабском. А в 16 я уехала. Ну и что? Я такая сижу, русский, переводчик, как сказать это слово, помогите. На меня смотрят мои родственники такие. Что с тобой случилось? А ты за сколько лет ты стала носителем русского и перестала быть носителем арабского? 5-6-7, 3 года. Я тогда уже ходила в статусе отличницы. Человек приехал с Сирии, говорил только на арабском, и за 3 года выучил язык и стала отличницей в своей школе русской, в деревне, в хуторе. И вы мне говорите, что вы не можете. Хочу поблагодарить просто людей, которые были там, и мою семью, бабушку, которая сидела со мной рядом и просто слушала, как я читаю по слогам. И как тоже мама помогала с учебой, как преподаватели, даже ставя мне оценку выше, мотивировать. Какие языки вы чаще всего используете? Русский 55%, английский как 10%, и остальные как испанский. Испанский 70%. Окей. Английский, я думаю, 20%. Я испанский очень редко пользуюсь, если честно. Основной язык, который я пользуюсь, это русский, и с работы, и с учебы, ну и с друзей. Есть ощущение, что ты забыл родной язык? Нет, естественно, нет. Нет, такого не было. На этом этапе твоей жизни ты лучше знаешь русский или арабский? Я знаю русский. Я бы поставила русский на первую ступеньку, а арабский все-таки на вторую, все равно. Потому что я его забыла после того, как жила в России. Ты меняешься, как ты говоришь на арабском. Начинаю больше жестикулировать. На русском я спокойно, и плюс ко всему могу разговаривать, как, знаешь, какой-то депутат. Как часто вы скучаете по дому? Всегда, сейчас. Сейчас как бы тело тут, а голова там. Да. Я всегда. Каждый день. Каждый день, всегда. А как ты... Потому что мне нравится, я иду в университет, и потом моя дома Эквадора. Да, надо русский университет в Эквадоре. Да, it's my dream. Раньше я не хотела как возвращаться вообще. Но сейчас я просто потому, что я знаю, что я буду в Эквадоре, и у меня уже эта идея в голове, внутри как очень-очень как так. Эта ностальгия уже как сильная сейчас. Как уже я хочу дома потом. И тоже потому, что в декабре в Кито, где я живу, есть много праздники. Поэтому... Ностальгия больше, когда какой-то праздник. Да, например, когда у моей семьи есть день рождения. Так, я не знаю, я всегда хотела, я бы хотела там быть. Очень редко, даже почти не скучаю по дому. Не вернулся ни разу после того, что я приехал в Россию. Не страшно. Скорее всего, нет. Но я бы не хотел. Мне хотелось бы. По семье не скучаешь? Ну вот. По семье скучаю, да, но не настолько, чтобы возвращаться, вернуться жить в Колумбию. Я бы с удовольствием вернулся, в гости к семье, даже я мог бы им пригласить в Россию, но все-таки это не тяга, чтобы сказать, ой, я собираюсь жить в Колумбии. У меня дома нет. Я огромная. Дело в том, что мне сложно найти свой дом. Это действительно так. И получается, что дом там, где мои родные, мои близкие, и дом, где есть пока я. Какой контент вы потребляете? Я знаю больше русские новости, чем эквадорские. Я узнаю новости через нее. А как по медиа, там, фильмы, YouTube-каналы, которые ты смотришь? Но это еще на испанском.
или на английском, но русский очень-очень редко я смотрю. Ну, я только по-испански. Ну, музыка, да, мне понравилось 2 songs. На русском? Да, на русском. Я очень редко смотрю фильмы, если честно. Что касается музыки, в основном классическая музыка, инструментальная музыка, то есть даже без каких-то текстов. Да, бывает такое, что иногда захочешь там что-то слушать со словами, допустим, Рамштайн мне нравится очень. Что касается новостей, я тоже очень редко посмотрю то, что закинет в соцсетях, это то, что я прочитаю. И, естественно, наш РТ. СМИ. Заметили, да? Он сказал наш. Чувствуете оговорку по Фрейду? Если сейчас задуматься, я знаю больше сейчас о России, чем о своем родном. Новости про финансы, только на русском. Музыка, все языки мира. Только зависит, если мне понравилась мелодия и слова, в общем, если я их понимаю. Фильмы, я их очень редко смотрю, но часто это английские с переводом или на арабский, или на русский. Какую кухню вы предпочитаете? Я очень люблю моя кухня. Очень-очень люблю. Но энцебояда здесь не К приготовили. сожалению. Мне не понравилось eat food здесь. Понятно. Я вообще не готовлю еды, так скажем, по национальности. Я чаще всего импровизирую то, что готовлю. Плов. Обожаю делать еще пасту со сливками и грибами. Третье, скорее, я бы назвала кастард. Это сладость арабская. Откуда ваш партнер? Он из Эквадора, как я. Он из Эквадора? Только твой партнер сейчас в Эквадоре. Да. Да, у меня партнер есть. По этносу, как она себя идентифицирует, она украинка. У меня были партнеры из Колумбии, из Кореи. И попытки были даже из Франции. И тоже из России. Ну, это такие попытки. Кем легче всего? Я думаю, что самая тяжелая была колумбийка. Потому что, да, наши мысли не совпадали вообще. Напомню, Кристиан, колумбиец. Ну, я думаю, что из-за того, что она более совпадала с менталитетом латиноамериканцев, а я не очень. И я более как-то с менталитетом русских, поэтому тоже мне очень нравится тут быть. И я думаю, что из всех отношений в данном моменте, которое у меня сейчас есть, это самое лучшее. Его зовут Аюб, он из Марокко. С Аюбом мы разговариваем на арабском, На марокканском, на сирийском и на литературном. мы разговариваем на сирийском, потому что он легче. Ему легче со мной разговаривать на сирийском, чем мне разговаривать с ним на марокканском. Как вы изменились с тех пор, как вы приехали? Все изменилось. Я вообще... Россия мне показала, как выглядит настоящая жизнь. Здесь я учила, как одна жить, как независимость. Ага, независимо жить. И я тоже думаю, что эмоционально я тоже сильная. Россия мне сдала как много. Друзья, мнения, мне дали опыт. Сейчас я more strong. Потолстел. Русской еды или образ жизни? Наверное, русские еды, потому что вкусно, и я много ем. Так, со 7 лет, наверное, во-первых, да, я учился много чего. Во-первых, готовить, я в Колумбии не умел готовить. Что касается поведения, я стал, наверное, более серьезным. Ну, я приехал в Россию, и мне нельзя тут кайфовать, потому что если тут кайфую много, то я возвращаюсь домой. И я не хочу домой. Такие деятельности, как, не знаю, вечеринки, как, и, допустим, собираться вечером. Такие штуки уже не сильно привлекают. Помню этот момент и помню эти слезы и сложность адаптации опять в эту среду, потому что я ездила туда-сюда. Мне было очень сложно. И я полностью изменилась, мне кажется. Приезд в Россию вообще как тебе поменял? Никак. Скорее, просто дал возможности. В моей стране сейчас нет возможностей. Приехала сюда, просто я смогла реализовать себя, свой потенциал. Я нашла свое место. Где вы себя видите через 5 лет? Если честно, я не могу ответить, потому что я сейчас не знаю, что будет завтра. Я представляю себя как уже с дипломом. Я просто надеюсь, что
у меня будет хорошая жизнь, хорошая mental health, и что я буду делать на этом время буду семьей. И я не знала, что делать сегодня. Через 5 лет у нас... Как ты думаешь, ты будешь в Эквадоре через 5 лет? Я хочу, но я не знаю. В России, да. Я хочу тут остаться. В каком-то моменте купить себе машину, купить себе квартиру. Но это тоже с временем, с тяжелой работой нужно это все потихонечку делать. Где я буду через 5 лет? Скорее, это Москва. И так, магистратура, и также организация мероприятий. Как часто ты собираешься ездить в Сирию? Ну, когда будет мой самый близкий круг семейный там, то я туда поеду в гости. А так вся моя семья здесь. Другие инсайты от Криштиана. Какой город ты лучше знаешь? Богота или Ростов-на-Дону? Я Боготу не знаю. Вообще. Я только знаю, что существуют какие-то районы, какие-то названия, и все. Ты же латиноамериканец. Ну, как бы, ты должен уметь танцевать сальсу и бачату. Я вам скажу, дерево двигается лучше, чем я. У тебя есть ощущение, что ты не там родился? Да. Наверное, я адаптировался, ассимилировал культуру русскую сильно. Поэтому, наверное, скорее всего, я уже как-то думал более как русский. И поэтому мне очень тяжело. Если я, допустим, вернусь в Колумбию, у меня будет и культурный шок, W. Реадаптация. Мне очень тяжело будет. Не чувствовал, что ты, допустим, потерял связь со своей семьей, родственниками, что вы их друг друга меньше стали понимать? Так, на самом деле, наоборот. Да, я жил в Колумбии, у меня были большие недопонимания с родителями. Мы были вообще не близкие. Я работал, мои родители работали, мы почти очень редко видели друг друга. И когда мы виделись, мы почти все время ссорились. Как я приехал в Россию, первый год тоже было тяжело, тоже были ссоры, тоже недопонимания. Но после второго года я начал заметить, что я начал больше им уважать и просить советы. И наши отношения с ними достаточно хорошо улучшилось, когда я приехал в Россию. То есть я думаю, что мы далеко физически, но мы более близки сейчас. То есть вы уже не делитесь одно пространство, то есть вы уже как-то не терпите друг друга, и вы уже начинаете только видеть и скучать положительные черты второго человека. Принимают ли тебя русские за своего? И принимают ли тебя латиноамериканцы за своего? Я думал, что да, меня принимают в плане того, что многие мне говорят, что я уже не колумбиец никакой, а я уже русский, а я уже и такой, то есть я русский. Составляю даже петь такое. Окружающие, ну, то есть мои друзья, они со мной очень хорошие, постараются меня интегрировать. Я не знаю, такой вопрос или такой термин принимать себе как латиноамериканский среди других, это, скорее всего, нет. То есть у нас такое понятие, такое... Мы как-то в этом не думаем. Просто мы знаем, что человек латиноамериканец, и все. И по факту мы знаем, что да, человек с Латинской Америки, то он должен знать. Кстати, сейчас вспомнил, если говорить немножко про культурного шока, то есть вопрос про интеграцию с самого начала было очень тяжело. То есть я интегрироваться вообще не мог, мне очень тяжело было, в основном в университет. А сейчас я, свободно и без каких-либо сотруднений могу общаться с людьми. Кристиан, у нас просто был один вопрос, я хочу тебя спросить, я думаю, ты самый опытный в этом вопросе. Tips how to interact with Russians, типа какие-нибудь советы, как общаться с русскими? Во-первых, не стесняться. Confidence is the key. Это потому, что русские и так стесняются, поэтому их нужно наоборот. Не стесняться, чтобы они чувствовали себя комфортно, потому что русские обычно стесняются. Есть два варианта. Либо стесняться, ничего не делать и проиграть, 100% проиграть. Либо попытаться что-то делать, и есть шанс на победу. Второе. Общение. То есть нужно, как неважно, хорошо, плохо, считает человек, хорошо общается, хорошо не общается, он должен говорить, несмотря на то, что он правильно или неправильно делает. Первые дни, скорее всего, он не будет 100% правильно все делать, но через время он привыкается, он слушает, и как-то человек может еще и запомнить слова, и говорит на русском более свободно. И третий типс. Это мне помогло много. Волонтерство. Допустим, я когда только приехал, я постарался помочь тех, кто приехали. Чтобы улучшить свой уровень русского языка, то есть чтобы улучшить второй пункт,
нужно практиковать. И как практиковать с коммуникацией. А еще в ЦЦО многие не говорят на английском, то придется говорить на русском. И там в ЦЦО не только приходят иностранцы, а там тоже и приходят русские. И мы там общаемся. То есть, получается, там и не будет общения только с русскими совсем, да. То есть, человек знает язык, и после того, что он знает язык, то я думаю, что уже более большая вероятность, есть большая вероятность, что ему примут. Мы, кстати, да, говорили о том, что для русских самое важное — это если ты знаешь язык. Вот как будто бы если ты знаешь язык, ты уже свой. Если знаешь язык, то все двери будут открыты. Ну, как Кристиан сказал, да, первое — не стесняться, второе — знать русский язык, ну, как бы практиковать постоянно, и третье — социализироваться. Волонтерская деятельность может в этом помочь. Другие инсайты от Дианы. Чувствуешь ли ты вот это вот повсюду иностранец, и везде я вроде бы свой? Я ее всегда цитировала. Сейчас промелькнула мысль, что я остаюсь Дианой. Не русской, не арабкой. Я Диана. Все. Я живу в России, у меня есть гражданство, я говорю на русском. Да, у меня есть корни из Сирии, у меня папа сирийский. Поэтому я не думаю вот так. Единственное, что могу сказать, что я думаю на русском. И все. А так, я и та, и другая. Нет, они равны между собой. Воспринимают ли тебя здесь общество как не свои? Для русского общества самое главное, как я заметила, это говорить на русском и их понимать. Раз я понимаю, умею коммуницировать и взаимодействую с ними, то мне спокойно... Наши подписчики спрашивали, да, tips how to interact with Russians. Самое главное, ты права, это знание языка, Да, умение понимать собеседника, коммуницировать, да, вот. Особенно с нашим поколением старшим. Переезжая, человек все равно должен знать язык, чтобы он чувствовал себя комфортно. Я бы не чувствовала себя комфортно даже сейчас в Марокко. Зная арабский, я бы не чувствовала себя комфортно, я не знаю Дарижа. У тебя полный баланс, интеграция двух личностей, да, то есть ты вроде и бикультурно, но в то же самое время я чувствую, что у тебя единое целое. То есть ты вот как правильно говоришь, я Диана, у меня как культурный багаж, там есть и российское, русское, и сирийское, арабское, чуть-чуть уже марокканское, чуть-чуть армянское. Ну, то есть я вот так вот представляю, что вот ты чувствуешь себя единым целым. Только хочу сказать, что я выбираю то, что мне комфортно. Отсюда беру понемножку. Другие инсайты от Мики. Что помогло тебе адаптироваться за 2 года так хорошо? Сначала будет мой парень, он всегда мне показал все, он всегда мне показал, как жить здесь хорошо, как здесь, как наслаждаться, как здесь иметь хорошие люди, как здесь тоже найти хорошее место. Он мне показал, как в России мне может стать много. Поэтому я думаю, что он всегда мне помог много. Но тоже это не просто он, потому что у меня очень хорошие подруги. Я думаю, что тоже ты мне помогла много. Это внешние факторы, это outside factors. Есть ли какие-то внутренние факторы? Внутренние. Когда я здесь поняла, что все зависит от меня, тогда я стала сильнее. Поэтому я думаю, что если я так и сделаю, тогда что-то плохого будет дальше. Поэтому я поняла, что Все в твоих руках. ага, и это мне как делает, как давай, ты можешь. Иногда у меня были, конечно, очень как плохие моменты, но не знаю, я всегда могла как overcome. И я тоже думаю, что что-то меня здесь поддерживает, как содержит, потому что я думаю, что я еще не I don't discovered. Ага. Как еще не don't discover. Ага, еще не нашла. Себя. Нет, еще не нашла, что как мой purpose, что я хочу сделать здесь. Но я знаю, что-то есть. И я хочу это discover. Но пока сейчас я просто очень хорошо здесь, и я чувствую очень хорошо здесь. Я чувствую здесь безопасно. Я не знаю, я просто чувствую, что Россия — мое место. Иностранцы адаптируются через людей. Конечно, есть люди, которые тебе могут рассказать, как они, но если ты это не
просто живешь как сама, ты не можешь. Другие инсайты от Керли. У нас с Керли есть прикол. У нее есть ее мир Су Мундо, а есть мой мир Ми Мундо. И мы всегда говорим, что, допустим, я скажу, en mi mundo собаки делают гав, Да. Еще раз? а в ее мундо, в ее мире... In my mundo, en mi mundo es wow. En nuestro mundo es wow. Да, странно, да? Короче, мы с Керли, шутим, что мы живем в разных мирах. Только gato es igual. Только кот у нас одинаковый. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, чтобы быть с нами на связи. И let's go global together.